Карла бежала по оживленным улицам Нью-Йорка со своей 5-летней дочерью Эмили, пытаясь успеть на автобус, который уже готовился к отправлению. Ее глаза были уставшими, а глубокие темные круги свидетельствовали о бессонных ночах. Это был еще один сумбурный день в жизни матери-одиночки, которая работала весь день и все еще пыталась уделять внимание своей дочери. Когда им, наконец, удалось забраться в автобус, Карла вздохнула с облегчением и села на одно из средних сидений, в то время как Эмили, уже сонная, откинула голову на спинку сиденья и почти мгновенно заснула. Карла выглянула в окно, пытаясь отогнать мысли обо всех счетах, которые ей нужно было оплатить, и о накопившейся работе. Она знала, что ей нужно как можно скорее добраться до работы, иначе она рискует потерять работу, которая едва позволяет им сохранить крышу над головой. Как только автобус подъехал к ее остановке, она поспешно вскочила и в спешке не заметила, что Эмили все еще спит на сиденье. Сама того не осознавая, она вышла из автобуса и растворилась в толпе людей на оживленных улицах центра города. Шли часы, и автобус наконец добрался до своей конечной остановки. Водитель Пол был измотан после долгой смены, но перед тем, как закрыть автобус, он, как обычно, в последний раз осмотрел сиденья. Именно тогда он заметил маленькую фигурку, свернувшуюся калачиком на заднем сиденье и все еще спящую. Его сердце бешено колотилось. Он медленно приблизился, стараясь не напугать девушку. «Привет, милая, ты в порядке?» Он нежно коснулся плеча Эмили, которая проснулась и в замешательстве огляделась по сторонам. Пол глубоко вздохнул, осознавая серьезность ситуации. Ребенок был один в автобусе, вокруг никого не было. Не зная, что делать, первое, что пришло ему в голову, это позвонить в 911. «В моем автобусе одна маленькая девочка, я думаю, о ней забыли», — нервно сказал он оператору. «Ее». Полиция была немедленно вызвана. Ожидая прибытия полицейских, Пол пытался успокоить Эмили, которая начала спрашивать, «Где моя мама?». Каждый вопрос девочки заставлял Пола волноваться еще больше. Он пытался отвлечь ее рассказами и комплиментами, но в голове у него уже все перемешалось. Он пытался понять, как мать могла вот так забыть свою дочь. Когда, наконец, прибыла полиция, началось расследование, но сразу же обнаружилось что-то странное. Карла, мать Эмили, не подавала никаких заявлений о пропаже человека, никаких жалоб. Ничего. Теперь Пол и полицейские задавали один и тот же вопрос. Почему эта мать не отправилась на поиски своего ребенка? Полицейские быстро прибыли на конечную остановку автобуса. Пол, все еще нервничая, объяснил, что произошло, в то время как Эмили, сидевшая на переднем сиденье, болтала ногами, не совсем понимая, что происходит. Один из полицейских, мужчина средних лет по имени детектив Робертс, подошел к девушке с нежным выражением лица. Он опустился на колени, чтобы быть на уровне ее глаз, и с теплой улыбкой спросил: «Привет, Эмили. Как ты? Ты знаешь, где твоя мама?» Эмили, сжимавшая в руках своего потертого плюшевого мишку, посмотрела на полицейского растерянными глазами и ответила: «Моя мама». Она вышла из автобуса. Но она всегда возвращается. Робертс взглянул на Пола, который сохранял серьезное, обеспокоенное выражение лица. Ситуация казалась более сложной, чем простая оплошность. «Мы найдем твою маму, хорошо?» Робертс заверил ее, в то время как другой полицейский, Джонсон, попытался дозвониться по номеру, который они нашли в школьных документах Эмили. Телефон Карлы, однако, был выключен. Было сделано еще несколько звонков, но, похоже, никто не знал, где она находится. Напряжение начало нарастать. Пол, который сначала чувствовал себя виноватым из-за того, что не заметил девочку раньше, теперь начал подозревать, что за этим кроется что-то гораздо более серьезное. Он наблюдал за маленькой Эмили, которая, казалось, не была встревожена отсутствием матери, как будто привыкла ждать. «Детектив, что-то не так»,
сказал Пол, нарушая молчание. Настоящая мать сейчас была бы в отчаянии, разыскивая своего ребенка. Роберт молча согласился. Что-то было не так, и ответы с каждой минутой казались все более отдаленными. Не имея никаких зацепок по Карле, команда решила начать поиск в очевидных местах – больницах, полицейских участках и даже в районе остановки, где Карла вышла. Тем временем Пол, который должен был закончить свою смену на несколько часов раньше, не мог заставить себя уйти, что-то внутри него заставляло его остаться, как будто история Эмили неожиданно тронула его. Он не мог понять, как мать могла забыть о собственном ребенке и не объявиться несколько часов спустя. Вернувшись в полицейский участок, офицеры начали копаться в личном деле Карлы. Когда они просмотрели ее историю, их ждал сюрприз. В последние месяцы у Карлы были серьезные проблемы, было подано заявление о безнадзорности, и Эмили некоторое время находилась под опекой государства. Однако несколько недель назад Карла восстановила опеку над своей дочерью. Точные причины были неясны, но ситуация вызывала подозрения. По мере того, как появлялась эта информация, Эмили становилась все более беспокойной. «Я хочу к своей маме», — повторяла она время от времени. Ее голос звучал мягко, но твердо, и Пол, тронутый невинностью ребенка, присел на корточки рядом с ней и спросил: «Эмили, ты помнишь, куда пошла твоя мама, когда вышла из автобуса?» Девочка покачала головой, но затем произнесла слова, от которых у Пола по спине пробежал холодок. «Мама сказала, что мы будем прятаться, что здесь есть плохой человек». Пол застыл. То, что казалось простой ситуацией, становилось все более запутанной загадкой. Кто был этот плохой человек? И почему Карла убегала? Вещь. Полиция также обратила внимание на эту информацию. За исчезновением Карлы скрывалось что-то еще. То, что поначалу казалось простой ошибкой, теперь приобретало очертания бегства от опасности. Поскольку ее телефон по-прежнему был выключен, а никаких четких зацепок не было, команда решила отправиться в квартиру Карлы. Пол, не в силах отвлечься от ситуации, попросил сопровождать их. Он чувствовал, что должен разобраться в происходящем и помочь маленькой Эмили найти ее мать. Когда они подъехали к скромному многоквартирному дому, что-то сразу привлекло их внимание. Дверь квартиры была слегка приоткрыта. Детектив Робертс обменялся быстрым взглядом с Полом и сделал ему знак подождать снаружи вместе с Эмили. Полицейские достали оружие и осторожно вошли. В квартире был выключен свет, и стояла жуткая тишина. В маленькой гостиной царил беспорядок, как будто кто-то покидал ее в спешке. На столе были разбросаны бумаги, на полу валялась сумочка и сломанный сотовый телефон. Но самое главное, чего-то не хватало. Карла. Офицер Джонсон подозвал Робертс к окну, указав на близлежащий парк. Там, среди деревьев, они заметили женщину, сидевшую на скамейке. Робертс немедленно схватил рацию, координируя осторожное приближение, в то время как тайна продолжала сгущаться. Карла, отчаявшаяся мать, пропала, но тени ее прошлого только начинали проявляться. В парке было тихо, когда полицейские приблизились к одинокой фигуре, сидевшей на скамейке. Карла, с опущенной головой и дрожащими руками, казалась тенью той женщины, которой она должна была быть. Ее растрепанные волосы падали на лицо, а глаза, полные усталости, были устремлены в землю, как будто на них лежал груз прошлого, которое преследовало ее. Она не пошевелилась, когда детектив Робертс остановился рядом с ней. «Карла», — осторожно сказал он, — «мы здесь, чтобы помочь. Где ты была? Твоя дочь в безопасности, но нам нужно понять, что происходит». Карле потребовалось несколько секунд, чтобы ответить. Когда она, наконец, подняла голову, в ее глазах была смесь отчаяния и вины. Она глубоко вздохнула, прежде чем прошептать: «У меня не было другого выбора». Эти слова насторожили Робертса и Джонсона. Пол наблюдал за происходящим издалека,
держа маленькую ручку Эмили и пытаясь понять, что происходит. Он увидел мать этой ранимой маленькой девочки, которая, казалось, была на грани срыва, и что-то в его инстинкте подсказало ему, что все далеко не так просто. «Карла, нам нужно, чтобы ты поехала с нами в участок. Там мы сможем обо всем поговорить», — сказал Робертс, сохраняя спокойный тон. Но Карла энергично замотала головой. В ее глазах появилась паника. «Нет, я не могу вернуться. Он найдет меня». Ее голос повысился и стал резким, выдавая глубокий страх. «Кто найдет тебя, Карла?» – спросила Робертс, уже подозревая, что история гораздо сложнее, чем кажется. Она огляделась, словно ожидая увидеть, что кто-то наблюдает за ней из тени, а затем дрожащим голосом ответила: Он опасен. Я пыталась убежать, но он всегда находит выход. Я просто хотела защитить свою дочь». Пол, стоявший на другой стороне парка, почувствовал, как у него в груди все сжалось. Он посмотрел на Эмили, которая, казалось, не осознавала всей серьезности ситуации, рассеянно играя со своим плюшевым мишкой. Эта маленькая девочка оказалась в центре событий, которых ни она, ни Пол до конца не понимали. «Карла, от кого именно ты бежишь?» Робертс мягко надавил на нее. «Эмили, нам нужно знать, кто этот человек, чтобы помочь тебе». Женщина на мгновение закрыла глаза, словно собираясь силами, чтобы заговорить. Когда она открыла их снова, ее голос был тихим, почти шепотом. «Это отец Эмили. Он всегда был властным, жестоким. Когда я забеременела, я попыталась сбежать, но он узнал. Он поклялся, что никогда не оставит меня в покое. Я годами пряталась, переезжала с места на место, меняла работу, но всегда боялась. Вот почему я никогда не обращалась в полицию. Он всегда говорил, что если я попытаюсь заявить на него, последствия будут ужасными». Ее голос дрогнул, и по лицу потекли тихие слезы. Робертс и Джонсон обменялись серьезными взглядами. Это были уже не просто поиски пропавшей матери, они расследовали дело о домашнем насилии, которое вышло из-под контроля. Детектив успокаивающе положил руку на плечо Карлы. «Мы собираемся защитить вас и вашу дочь, но вы должны рассказать нам все. Где сейчас этот человек?» Карла глубоко вздохнула, все еще напуганная, но заговорила более внятно. «Я не знаю точно, где он сейчас, но он всегда находит меня. Куда бы я ни поехала, именно поэтому я вышла из автобуса одна». Она умоляюще посмотрела на Робертса. «Я хотела, чтобы Эмили была в безопасности, по крайней мере, несколько часов, пока я что-нибудь не придумаю. Я знала, что водитель позаботится о ней. Я не мог оставить ее при себе. Он мог найти нас в любой момент». Это открытие поразило Пола, как удар под дых. Забвение Эмили было не случайностью, а актом отчаяния. Карла пыталась спасти свою дочь от постоянной угрозы со стороны этого человека. Осознавая серьезность ситуации, Робертс попросила Джонсона связаться с полицейским участком и активизировать поиски мужчины. Им нужно было действовать быстро. За Карлой охотились слишком долго, и теперь, когда тайна была раскрыта, время, казалось, работало против них. По мере того, как полицейские организовывали расследование, Пол чувствовал растущую потребность в помощи. Он обратился к Робертсу, желая получить ответы. «Что теперь будет?» – спросил Пол. «А как же Эмили? Я не могу просто оставить ее с этим человеком на свободе». Робертс, заметив эмоциональную вовлеченность Пола в ситуацию, серьезно посмотрел на него. «Сейчас главное – обеспечить безопасность Карлы и Эмили. Мы отвезем их в безопасное место, пока не найдем этого человека. Расследование будет продолжено, но вы поступили правильно, позаботившись о девочке. Не волнуйтесь, мы защитим их». Пол кивнул, но что-то в глубине души подсказывало ему, что эта история еще далека от завершения. Отчаяние Карлы было неподдельным, и тень этого опасного человека нависла над всеми. Когда на город начала опускаться ночь,
Команду охватило чувство срочности. Карлу вместе с Эмили отвезли обратно в полицейский участок, а Пол, который теперь был глубоко вовлечен в эту историю, решил остаться рядом с девушкой, по крайней мере до тех пор, пока все не разрешится. В глубине души он понимал, что реальная опасность все еще таится где-то поблизости. В полицейском участке Карла и Эмили были отведены в отдельную палату, где офицеры пытались разобраться в том, что происходит. Детектив Робертсон, разложив перед собой отчеты, требовал от Карлы ответов. «Карла, кто этот человек, от которого ты убегаешь?» — серьезно спросил Робертс. Карла, явно потрясенная, взяла Эмили за руки и ответила дрожащим голосом. «Его зовут Джон Адамс, отец Эмили. Он всегда был властным и жестоким. Когда я узнала, что беременна, он потерял самообладание и поклялся, что никогда не оставит меня в покое. Я провел годы в бегах, переезжая из города в город, но он всегда находил меня». Робертс и офицер Джонсон обменялись обеспокоенными взглядами. Ситуация была опаснее, чем казалось. «И он снова нашел тебя?» «Как?» — спросил Робертс. «Я не знаю». Карла в изнеможении покачала головой. «У него есть деньги. Он подкупает людей. Когда я поняла, что он снова рядом, я вышла из автобуса одна. Я знал, что Эмили будет в большей безопасности вдали от меня. Он был единственным, о ком я мог думать». Робертс понимал, что время имеет решающее значение. Если Джон был поблизости, им нужно было действовать быстро. «Мы отвезем вас обоих в безопасное место и позаботимся о том, чтобы он вас не нашел. Поверь нам, Карла». Тем временем Джонсону позвонили, и он побледнел. Он срочно повернулся к Робертсу. Они нашли машину Джона, брошенную неподалеку. Он уже в этом районе. Робертс немедленно встал, понимая, что опасность неотвратима. «Нам нужно немедленно увезти их отсюда», — твердо сказал он. «Джон может нанести удар в любой момент». Команда быстро организовала перевозку Карлы и Эмили в защищенное место. Пол, водитель автобуса, который нашел Эмили, наблюдал за происходящим с растущим беспокойством. С тех пор, как он нашел девочку, он не мог забыть о сложившейся ситуации. Увидев, что полиция готовится, он подошел к Робертсу. «Что происходит? Куда ты их ведешь?» Робертс, не желая делиться подробностями, ответил. «Джон поблизости. Мы перевозим их в безопасное место». Пол кивнул, чувствуя, что ему нужно сделать больше. «Если я вам понадоблюсь для чего-нибудь, я здесь», — предложил он. Робертс, оценив искренность Пола, ответил: «Спасибо, будьте начеку». Пол наблюдал, как полицейская машина уехала с Карлой и Эмили, увозя их в безопасное место. Он чувствовал, что развязка этой истории быстро приближается, и опасность еще не миновала. Приближалась финальная стычка с Джоном, и Пол знал, что он может стать ключом к безопасности Эмили и ее матери. Полицейская машина, в которой находились Карла и Эмили, ехала по тихой дороге вдали от оживленного города. Робертс выбрал надежное убежище, уединенный дом, где они могли оставаться до тех пор, пока Джон не будет найден. Карла, нервничая, прижала Эмили к себе, пытаясь скрыть растущий в груди страх. Она знала, что Джон был неумолим и не остановится, пока не найдет их. Ему. Тем временем Пол, который последовал за полицией в убежище, находился в своей машине, припаркованной чуть поодаль. Он не мог просто уехать. Что-то внутри него заставляло его быть настороже, как будто он чувствовал, что опасность все еще рядом. Внезапно тишину нарушил треск полицейской рации. Это было срочное сообщение из полицейского участка. Джона заметили неподалеку от того места, где стояла машина Карлы. Он был ближе, чем кто-либо мог себе представить. Робертс, внимательно слушавший сообщение, почувствовал, что ситуация становится все более сложной. Им нужно было быть готовыми ко всему. «Будьте наготове», —
сказал он полицейским на месте происшествия. «Мы не можем недооценивать этого человека». Некоторое время спустя тишину грунтовой дороги нарушил звук приближающегося автомобиля. Паула, наблюдавшая издалека, сразу узнала автомобиль. Транспортное средство. Это была та самая машина, которую полицейские описали как машину Джона. Его сердце бешено заколотилось. Он понял, что сейчас что-то произойдет. Джон остановил машину в нескольких метрах от дома. Не теряя времени, он вышел из машины с выражением ярости на лице. Вооруженный, он направился к дому, полной решимости забрать то, что, по его мнению, принадлежало ему. Эмили, Робертс, поняв, что к нему приближаются, быстро расставил своих людей. Джон и Пол, однако, не могли усидеть на месте. Он знал, что полиция была здесь, чтобы защитить их, но что-то внутри него подталкивало его действовать. Недолго думая, он выскочил из машины и побежал к дому, полной решимости хоть как-то помочь. Джон уже был у дверей дома и звал Карлу, требуя, чтобы она выдала Эмили. Его взгляд был прикован ко входу, не обращая внимания на осторожно приближающихся полицейских. Пол, не заботясь о риске, крикнул, чтобы привлечь внимание Джона. «Остановись!» — крикнул Пол, и его голос эхом разнесся по ночи. Джон удивленно обернулся и на секунду заколебался. Этого краткого отвлечения было достаточно. Робертс и его люди быстро окружили Джона, прежде чем он успел среагировать. Произошла короткая потасовка, но полицейские одолели его. На разъяренного Джона, выкрикивавшего угрозы, надели наручники и отвели в полицейскую машину. В доме Карла разрыдалась, крепко прижимая к себе Эмили. Напряжение, которое она так долго испытывала, наконец-то рассеялось. Она поняла, что кошмар подходит к концу. Пол, все еще переводя дыхание, издалека наблюдал, как уводят Джона. Он испытал глубокое облегчение, но также и новую ответственность. Он знал, что в некотором роде стал частью жизни Карлы и Эмили, и что, возможно, его роль в этой истории только начинается.